Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Мы с вами на канале уже делали обзор на торговую марку C&I. Мне очень понравились их продукты, поэтому продолжу знакомить вас с их ассортиментом. В принципе, цвета у нас остались те же самые, а вот что делать с пастами, покажу вам еще немножечко подробнее. На самом деле, вот эта цветовая гамма является трендом нынешнего сезона, потому что цвет живой коралл имеется в Пантоне как трендовый оттенок на лето 2019 года. Поэтому иметь этот оттенок у себя в палитре сейчас более чем актуально. Тот же самый Пантон в трендах этого сезона предлагает нам модно просочетать цвета в оттенке живой коралл с синей цветовой гаммой. Кстати, я так уже когда-то сочетала, ролик на канале у меня где-то был про сочетание темно-синего и вот такого кораллового цвета. Очень симпатично смотрится, действительно очень ярко и стильно. Ну и еще много-много-много интересных цветовых решений тоже можно найти в интернете по запросу сочетания цветов. Пользуйтесь этим запросом как можно чаще, потому что действительно можно сделать очень интересные сочетания. Ну а мы сегодня не будем выбиваться из классики и продолжим приятные классические сочетания оттенков. Самая классика — это, конечно же, сочетание чего-то яркого с черным и белым цветом. Поэтому при помощи белой пасты рисуем геометрический орнамент. Этот вариант дизайна сделаем очень нежным, очень стильным и в то же время тоже в трендах нынешнего сезона. Сейчас очень модна всякая разная геометрия, поэтому в геометрической последовательности пересекаем прямые линии. Вторую часть этого дизайна на контрасте вот с такой жесткой геометрией предлагаю дополнить очень мягкими, красивыми, нежными вензелями. Получится контраст между жесткими углами пересечения линий в геометрическом узоре и очень мягкими поворотами вот в этих вензелях. Получается очень интересно, стильно и необычно. Как вариант, такими вензельными элементами можно наполнить любую из зон геометрии. То есть можно сделать либо вот так вот чисто половинку из вензелей, либо порезать геометрию на более крупные какие-то куски и один из кусков заполнить вензельными элементами. Тоже будет смотреться очень интересно. При помощи тоненькой кисточкой подчеркиваем наши вензеля, немножечко дорабатываем им хвостики, добиваем черной линией контраст между нашими зонами дизайна и получаем готовый вариант. Кстати, как вариант, эту пасту можно не перекрывать финишным покрытием, и тогда у нас сохранится очень приятный, очень интересно чувствующийся под пальцами небольшой объем. То есть каждую линию, каждую полосочку своего дизайна клиент будет чувствовать на ощупь до кончика пальцев. Это, кстати, является лозунгом к этим наборам пасты, это действительно так. Тем временем рисуем с вами второй дизайн, тоже с элементами геометрии, только в более темных оттенках. Сделаем с вами еще один довольно популярный в этом сезоне дизайн. В геометрический орнамент впишем вот такой вот интересный растительный мотив.
То есть заплетаем вокруг нашей геометрии стебель будущего растения и на него добавляем листочки и цветочки. Жесткая геометрия с флористикой тоже смотрится очень интересно, опять же на контрасте элементов, то есть жесткие углы и мягкие нежные цветочки. Получается контраст между жесткостью и мягкостью, и получается дополнительный интерес в дизайне ногтей. Причем цветочки здесь элементарно простые, с ними справится любой, даже самый-самый начинающий мастер, ничего сложного в этих цветочках нет. Поставили капельку, наступили на кисточку и подняли, все, готов цветочек. Добавляем нашим цветочкам небольшие листики. В данном случае я решила листики сделать черным цветом, но можно было смешать желтый с синим, получить зеленый и добавить листики зеленым оттенком. Очень стильный, очень выдержанный дизайн ногтей у нас получился, будет очень востребован у ваших клиентов, потому что смотрится действительно очень интересно. Ну а следующий дизайн предлагаю сделать в интересных цветах, то есть черный-белый мы с вами уже поигрались, а теперь давайте поиграемся конкретно с яркими оттенками. Как я вам уже говорила, очень хорошо сочетаются коралловые оттенки с темно-синим. Посмотрите, как здорово смотрится. Можно на этом сочетании цветов и остановиться, добавить какие-то белые бликовые пятна, для того, чтобы выделить какие-то элементы, и оставить в таком варианте. Очень здорово выглядит. Но я в данном варианте решила, что мне хочется добавить чего-нибудь яркого. То есть я добавляю желтого цвета, тем более мне очень хотелось посмотреть, насколько он плотный. Девочки, он меня не разочаровал, действительно очень плотный, красивый цвет. Не нуждается в добавлении белого пигмента для плотности. Поэтому в нашу геометрию добавляем желтых элементов. В данном случае выбеляем вот эти вот рамочки, которые у нас получились основными, и добавляем несколько дополнительных желтых полосок для того, чтобы усложнить наше геометрическое решение. Для того, чтобы еще больше усложнить наш дизайн, я решила добавить вот такого розового цвета. Смешала красную пасту с белой и добавляю несколько розовых элементов.
В общем, как обычно, можно было остановиться еще 3 элемента назад. Можно было вообще остановиться сразу на синем цвете, но тогда я бы не попробовала все остальные цвета. У меня же ручки чешутся, мне же целый набор паст пришел, надо же их все опробовать, поэтому добавляем черный оттенок. А после того, как добавили черный оттенок, конечно же, нужно куда-нибудь впихнуть еще немножечко беленького. На самом деле очень интересный дизайн получился, даже несмотря на то, что каждый элемент, который нарисован каждым цветом, очень простой, да, буквально там пересечение каких-то линий, и эти линии абсолютно незамысловатые и совершенно несложно выполнимы, тем не менее в целом, когда все эти элементы собираются в кучку, дизайн смотрится очень интересно, очень стильно и безумно сложно. Но каждый мастер, который даже в первый раз в жизни видит кисточку, сможет справиться с этим дизайном. Итак, вот такие варианты у нас с вами получились. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Пока!